Визуальные новеллы в Японии очень популярный жанр видеоигр. Релизы новелл в Японии занимают чуть ли не половину всех игр для ПК. Сейчас этот жанр набирает обороты и в других странах, и все больше японских новелл получают западные релизы на английском языке. Также увеличивается количество и русских переводчиков. Более того, с визуальными новеллами вы знакомитесь чаще, чем вам кажется. Многие аниме создаются по мотивам визуальных новелл, и об этом вы могли не догадываться. Кланнад, Когда плачут цикады, Когда плачут чайки, Канон, DC да Капа, Little Busters, Амагами СС, Эйр, Врата Штейна, F – все это визуальные новеллы, которые получили аниме-адаптации. Этот список можно продолжать еще очень долго, и, как видите, почти все это весьма качественное и популярное аниме. Давайте попробуем покопаться в истории и разобраться, откуда взялись визуальные новеллы и что вообще принес с собой этот жанр. Ну и для этого нам придется отправиться в самое начало. Для начала давайте определимся, что такое визуальные новеллы или визуальный роман. Это такие интерактивные игры с кучей текста и, как правило, статическими спрайтами или фонами. Влиять на происходящее событие можно, делая определенные выборы по сюжету, и обычно таких выборов не слишком много, но их принятие может нести важные последствия. Таким образом, напрашивается вывод, что жанр визуальных новелл возник как развитие interactive fiction, что дословно можно перевести как интерактивная художественная литература. Понятие очень широкое, но в 70-е и 80-е годы оно обрело более понятное значение. Текстовые квесты. В играх такого жанра игроку необходимо лишь читать текст, в котором описывались события, и затем писать какую-либо команду, чтобы продвинуть сюжет дальше. Например, watch, read и тому подобное. Таким образом, игроки получали литературное произведение, в котором могли принять непосредственное участие. Первой видеоигрой такого жанра считается Advent, позже названная Colossal Cave Adventure, и появилась она еще в 1975 году. В игре главный герой, то бишь читатель, исследует таинственную пещеру в поисках сокровищ и такими нехитрыми командами перемещается по пещере. Попутно, конечно же, нужно зарисовывать карту, иначе вы очень быстро здесь заблудитесь. Причина, по которой данный жанр стал очень популярен, довольно проста. В то время персональные компьютеры еще были не в состоянии выводить на экран цветные изображения, да и вообще показывали только текст. Более того, сами мониторы были настолько дорогими, что дешевле было позволить себе телетайп. Это такой себе принтер вместо монитора, который выдавал текст на ленте бумаги. Успех Colossal Cave Adventure способствовал развитию жанра Interactive Fiction, и вскоре подобные игры начали довольно-таки хорошо продаваться. Ну и это все, конечно же, было популярно в США, соответственно, и игры были на английском языке. У нас этот жанр не снискал подобной популярности, так как, когда на просторах наших стран появились компы, они уже были чуть более мощные. Ну, раз мы имеем много текста, упор на сюжет и возможность выбора, то это в теории уже очень похоже на визуальную новеллу. Осталось добавить графику, и желательно цветную. Конечно же, это не единственная составляющая визуальной новеллы, и недостаточно сказать, что это просто книжки с картинками, но это уже другой вопрос и более философский. К счастью, прогресс было не остановить. Персональные компьютеры становились все более популярными, дешевыми и при этом более мощными. Это и приводит нас к следующей эпохе – 80-е. Хоть прогресс и был очевиден, в начале 80-х видеоигры имели мало общего с тем, что мы представляем сейчас под видеоиграми. Тем не менее, идея оформить вот такие вот интерактивные истории какими-то картинками просто лежала на поверхности и была реализована, как только компы смогли выдавать цветное изображение в нормальном разрешении. Когда я обозначал рамки жанра визуальных новелл, то забыл упомянуть один важный момент. Большинство коммерческих визуальных новелл имеют явную направленность на взрослую аудиторию. То есть это эротические игры, ну или, попросту говоря, хентай. Поэтому почему бы для начала не проследить развитие таких вот взрослых игр на просторах персональных компьютеров? Википедия нам говорит, что первой видеоигрой с изображением эротики была Night Life 82 года выпуска. Но я все тщательно проверил и выяснил. Это ложь.
В 1981 году на японском персональном компьютере Sharp MZ80K была выпущена видеоигра Yakyuken, основанная на одноименной, реально существующей игре. Это что-то типа японской вариации камня-ножницы-бумаги, вот только на раздевание. Вот эта вещь действительно может считаться первой видеоигрой с обнаженкой. Но это, конечно же, не точно. Весь сок в том, что компьютер был еще с 1978 года выпуска и поддерживал лишь текстовый вывод графики с разрешением 40 на 25 символов, поэтому эротика там была весьма относительной. Ну и фапать на такое, наверное, было очень сложно. Но поколение начала 80-х это не останавливало. Куда дальше в этом плане зашли, как ни странно, американцы. В том же 1981 году некая компания CPI из Лос-Анджелеса выпустила целую серию эротических игр под общим названием French Postcard. И выпускали они это на более мощный компьютер Apple II. Он уже имел полноценный графический цветной дисплей с разрешением 280 на 192 пикселя, но всего 6 цветов, хотя и этого хватило для того, чтобы ребята оторвались по полной. Как ни странно, их серия порно-новелл была очень близка к тому, что мы можем называть визуальными новеллами. Тут есть текст, который можно прокликивать и получать за это новые графические сцены. Правда, текста маловато и выбора нет совсем. Ну а сюжеты этих игр порой просто выносят мозг, не оставляя ни капли здравого смысла. Начнем с чего попроще. Учительница оставляет вас, маленького мальчика, после уроков. Но вам это не нравится, и вы решаете подарить своей учительнице мороженое, чтобы задобрить ее. Та соглашается, кушает мороженое и забывает поругать мальчугана. Ну или вот Салли и ее соседка вернулись из магазина и начали рассматривать покупки. И девушка просто не смогла удержаться и тут же решила попробовать на вкус купленную колбасу. После чего решила ее всунуть себе в пи***. Ну а что здесь происходит, я что-то вообще не понял. Ну, вот сейчас будет моя любимая сцена. Незнакомый усатый мужчина подходит к 3 дамам и просит немного внимания. Ну вы понимаете, какой-нибудь флаер всучить хочет или типа того. Но он показывает кое-что более интересное под своим плащом. Девушки, конечно же, глубоко удивлены таким большим ассортиментом контрафактной продукции усатого продавца. После чего в восторге аплодируют ему, чем могут. Ну а лица в игре так вообще как на подбор. Любой из них может стать отличным мемом. Но давайте все-таки вернемся в Японию. В 1982 году в Японии были популярными 3 домашних компьютера: NEC PC 8801, Sharp X1 и вышедший уже в конце года Fujitsu FM7. У них были довольно схожие технические характеристики, поэтому не будем в них углубляться. Вкратце, они уже все могли в цветные картинки и приемлемое разрешение для них. Ранее упомянутая игра Night Life вышла на NEC PC 88. И содержала в себе лишь какой-то набор иллюстрированной камасутры, и ничего общего с новеллами не имеет, да и вообще ничего особо интересного из себя сейчас не представляет. А вот на FM7 в то же время вышла одна из первых игр с анимешной графикой – Lolita Yakyuken. До этого компьютеры не могли выдавать графику такого качества, и различить какой-то стиль рисовки было в принципе невозможно. Так что это можно было считать некого рода прорывом. Спустя год игру портировали и на NEC PC 8801. Именно на эту версию мы и посмотрим, потому что ее еще можно кое-как достать. Как вы поняли из названия, это все та же игра на раздевание. Однако графика здесь заметно приятнее. За счет более мощного компа уже можно было четко разглядеть анимешную девочку. Ну и да, в этой игре нам придется раздевать роли, надеясь на рандом и тыкая на цифры 1, 2 или 3. Если вам повезет, она снимет с себя предмет одежды. Не повезет, и у вас отнимает сердечко. Лишайтесь всех сердечек, гейм овер. Если у вас удача прокачана до 10, или вы используете эмулятор с сейвстейтами, то может быть вам удастся полностью раздеть ролю и получить большое сердечко на весь экран. Но вместо загрузки 2 уровня или надписи The End, вы получаете лишь испуганную ролю и надпись Police Stop, которая уведомляет нас о том, что главного героя арестовали. Game over. Впрочем, хороший жизненный урок многим лоликонщикам. Конечно, не исключено, что анимешные игры выходили и до этого, однако о них ничего не известно.
те времена игры могли выпускаться либо в малых количествах копий, либо распространялись через местные варианты интернета типа BBS. Поэтому каждый мамкин программист мог выпустить что-то подобное, и за всем не уследишь. Если что касается симуляторов свиданий, то здесь преуспела игра Данчи Цума но Юваку, выпущенная в конце 1982 года. В переводе на русский это что-то типа соблазнения домохозяек. По сути, это RPG с элементами дейтсима. Вначале вам рандомно генерируются характеристики, включая выносливость, как физическую, так и психологическую, и начальное количество денег. После чего вы ходите по квартирам, стучите в двери и надеетесь, что вам откроет дверь какая-то отчаянная домохозяйка. В игре можно делать множество полезных действий, таких как открывать что-то, бить, отдавать, брать, говорить, ну и, конечно же, засадить. Вы можете попытаться засадить в стену, дверь, призрака, мафиози. Стоп! Что здесь происходит? Почему мне дорогу перекрывают какие-то призраки? Господи, возьмите мои деньги и отвалите. В общем, поднявшись уже аж на 4-й этаж, попутно стуча во все двери, а выносливости-то все меньше, мне наконец-то открыла дверь какая-то женщина. И без лишних уговоров позволила сделать с ней все, что можно. Видимо, совсем уж была отчаянная. Но вообще по-хорошему здесь нужно завоевывать расположение девушек, общаться с ними, говорить комплименты, либо подкупать, если с харизмой у вас не очень. И при должном упорстве и знании японского языка вы сможете достичь цели. Но, к счастью, список основных действий в игре на английском, поэтому можно даже кое в чем разобраться. Хотя, кто в здравом уме будет пытаться кадрить тянок в игре 82 года? Что я делаю со своей жизнью? Следующая игра, на которую стоит обратить внимание, называется Joshi Roi Panic, переводится как «Паника в женском общежитии», 83 года выпуска. Здесь главный герой будет пытаться спасти свою похищенную девушку, и делать это ему придется в женском общежитии. Игра все еще слабо похожа на визуальную новеллу. Здесь есть множество выборов о том, куда пойти и что сделать, поэтому это все больше относится к адвенчурам. Конечно, в игре есть диалоги, но они не сильно похожи на новельные. Но интересно другое. После блужданий по общаге и случайным попаданием в комнаты с полуголыми девушками... Ну что, я просто хотел найти туалет и душ. В итоге выясняется, что ключ от комнаты с пленницей находится у каких-то странных личностей. Бородатая женщина-качок, старуха в неглиже и... надувная женщина, не знаю. Со всеми нужно проделать определенные действия и обманным путем получить то, что нужно. И тут уже окончательно начинает вскипать мозг, ибо посмотрите на эту рисовку. Будто какой-то школьник рисовал игру в Paint. А ведь эту игру продавали и даже издавали. Enix? Это те самые Enix, которые создали легендарную серию Dragon Quest и впоследствии стали Square Enix? Ну, видимо, всем нужно с чего-то начинать. В общем, здесь все хорошо заканчивается. Вы спасаете свою девушку, но в конце вас ждет выбор двери. Если вы не угадаете, то попадете либо к старухе, либо к бородатой спортсменке. Ну-ка, попробуйте отгадать, за какой дверью ваша любимая. Ладно, ну не только же порнухой прославились новеллы. Сейчас их ценят прежде всего за сюжет. Voy a la playa, había subido la marea. Eso. Y la encontré. Давайте же перейдем к чему-то действительно интересному и более похожему на визуальную новеллу. Например, Портопия Ринзоку Сатсюджин Джикен, или же в переводе «Дело о серийном убийце из Портопии». Да, удивительно, но NES-версия этой игры была переведена на русский язык, благодаря фанатским переводчикам ChiefNet, за что им, конечно же, огромное спасибо. Хоть на NES игра вышла на 2 года позже, а именно в 1985 году, играл я именно в нее, потому что мог нормально вникнуть в сюжет. Но она почти ничем не отличается от версии 1983 года, ну кроме графики. На компах она более кривая и стрёмная. В этой игре, как вы догадались, вам придется играть роль следователя и вместе со своим помощником раскрывать убийство.
Из геймплея у нас куча видов действий, типа попросить, взять, позвать, показать и даже ударить. Причем по сюжету нам несколько раз придется бить допрашиваемых, чтобы добраться до правды. Суровые японские следователи. В целом это в большей части квест, а не новелла, хоть и весьма интересный. Игра действительно заставила меня открыть блокнот и записывать всю информацию, что получаю, дабы не запутаться и ничего не забыть. Блокнот в винде, конечно же. Я же не из прошлого века. Если все знать, проходится минут за 20. У меня же это заняло несколько ночей, ведь чертов лабиринт! Кто вообще держит у себя под особняком гребаный лабиринт? Еще напрягают поиски лупой по экрану, ведь иногда приходится тыкать в самые неожиданные места. Например, на нижнюю часть двери. Вот как до этого догадаться? В общем, игра мне понравилась, но это все еще не визуальная новелла, которую мы привыкли видеть. Хотя и очень близко. Издателями этой игры также были Enix, а автором был сам Юджи Хори, впоследствии создавший великую серию Dragon Quest и написавший сценарий Chrono Trigger. Так что это вам не хухры-мухры. В 1973 году произошло еще много релизов новеллоподобных игр. Например, Ооку Марухи Моногатари. Здесь главная героиня женщина попадает в замок Ооку эпохи Эдо и становится свидетелем происходящих там событий. Такая себе и немного историческая игра, которую мне, к сожалению, совсем не удалось найти. Была еще вторая часть Лолиты, но она уже была текстовым квестом с парсерным вводом команд. Причем очень кривым и непонятным. Суть та же — закадрить рольку, пока не приехали менты. Mio no Mystery Adventure. Здесь вам предстоит спастись из особняка, решая головоломки и все так же вводя команды. А противостоять вам будет никто иной, как сам дьявол. Shijigen Shoujuridия. Еще один квест, однако здесь довольно-таки мало выборов, много диалогов, нет инвентаря, и это сильно сближает ее к визуальным новеллам. Вы являетесь членом исследовательской группы на задании по расследованию всяких мистических штук на Бермудах. В итоге придется бродить по параллельным вселенным, летать на космических кораблях. В общем, что тут происходит, я толком не разобрался, игра на японском языке. И если обложка игры и стартовый ролик могут намекнуть, что игра вроде как даже неплохо выглядит, то дальнейшая графическая составляющая игры снова превращается в уровень пейнта. Также в этом году вышло две части Star Arthur Densetsu, которая вообще считается первой в мире point-and-click адвенчурой, то есть обычным квестом с курсором, каким мы привыкли сейчас. Но квест — это уже совсем другая история. Нас интересует именно ответвление новелл. Ну и да, все вышеперечисленные игры, конечно же, имели в себе порно-картинки и ценились именно из-за них. Таким образом, японцы нащупали золотую жилу и начали клепать множество хентайных игрулин. Всякие любители чуть ли не в одиночку создавали кривоватые эротические игры и издавались из-под крыла более-менее крупных издателей, таких как Enix. И когда в мире происходил кризис игровой индустрии, обладатели персональных компьютеров в Японии получали все больше эротических игр и, как правило, весьма низкого качества. С каждым годом количество таких игр росло, и если в 1983 году можно насчитать около десятка таких игр, то в 1984 их было уже почти 30. Конечно же, сейчас сложно все это сосчитать, и я предлагаю в дальнейшем рассматривать только более-менее стоящие новеллы, если их можно так назвать. Однако еще несколько лет сюжет точно не будет сильной стороной японских эротических игр. Да и самого жанра визуальных новелл все еще официально не появилось. Но обо всем этом мы поговорим уже в следующий раз. Всем спасибо за просмотр, я Тернокс, я очень старался над этим видео. Я постараюсь как можно скорее собраться и дописать сценарий ко второй части этого ролика. Не ругайте, если что-то неправильно, потому что историческую правду откопать здесь вообще очень трудно. Я читал кучу всяких источников по этому поводу, и они многие противоречат друг другу. Так что сорян, если что не так. В общем, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, если не подписаны, и еще и нажать на кнопочку с колокольчиком, чтобы уж наверняка. И если вам сильно зайдет такой ролик, я буду стараться делать больше подобных роликов на этом канале. Такие дела. Ну и, конечно же, не забудьте, что все только начинается.